Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ждать ли сюрприза от бывшей? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Смотрите, в очередной раз, даже уже неудивительно, проигрывается ситуация одиночества. Уже даже как-то, вот знаете, неинтересно даже рассказывать, потому что понятное дело, да, вот что здесь собрались люди, которые в той или иной степени одиноки. Кто-то одинокий, по-настоящему одинокий, потому что потерял любимую женщину. Кто-то пребывает в ситуации одиночества вдвоем, да, когда еще, возможно, у вас и есть отношения, но вы настолько себя ненужным и одиноким чувствуете себя в этих отношениях, да, вы понимаете, какой холод идет от вашей женщины, но все-таки пока что по той или иной причине не решаетесь порвать отношения. Также еще может проигрываться ситуация, когда вот вы сейчас находитесь в какой-то, знаете, какая-то ситуация выбора. Вот это может быть абсолютно разный выбор. Да, кому-то предстоит выбрать, может быть, новую работу. Кто-то, может быть, хочет из двух женщин выбрать, которые понравились. Кто-то, может быть, выбирает, куда лучше поехать. То есть вот такая вот ситуация неопределенности, когда вот реально нужно решить вправо, влево, да, может быть, кто-то вообще хочет переехать куда-то на новое место жительства. Вы человек действия, вы человек довольно активный, у вас вообще по жизни как-то много друзей, много приятелей, вы очень компанейский человек, вы... Знаете, вот вы, несмотря на то, что вы уже взрослый дяденька, казалось бы, но вы как-то себя иногда ведете, как мальчишка. Вот у вас не умер в душе вот этот ваш внутренний ребенок. Особенно часто об этом говорят вот психологи, да, что в каждом из нас живет ребенок. Может также проигрываться ситуация, что вы находитесь сейчас в каких-то... То ли это судебные разбирательства, да, вот кто-то может быть в стадии развода, я не знаю, там алименты, какие-то дележки имущества, то есть вот эта вот юридическая такая документальная волокита, она тоже не дает вам покоя. Личной жизни как таковой пока я не вижу. Но сюда мы не берем вот этих вот одноразовых девочек, если у кого из вас они есть иногда... чисто так для здоровья, да, как мы называем. Поэтому, в общем-то, ничего экстраординарного. Но, в общем-то, вот знаете, меня как-то немного настораживает, что довольно часто в раскладах выпадает карта одиночества. Хотя, посмотрите, вот на самом деле, очень сильно вам хочется любви, очень сильно вам хочется быть в паре. Даже может проигрываться, что у вас, на примете где-то есть женщина, которая вам нравится, но которой вы, может быть, либо, как-то стесняетесь, что ли, подойти, либо же, не решаетесь по какой-то причине к ней подойти. Давайте уточним, почему вы не решаетесь, допустим, вот если есть такая ситуация... Почему не решаетесь? Снова, это могут быть отголоски прошлого. То есть может проигрываться у вас ситуация, когда женщина какая-то есть на примете, кто-то нравится, да? Вот вроде бы и хотелось, вот очень сильно вам хочется любви, вам хочется любить и быть любимым, хочется быть в паре. Но тем не менее вот эта боль, да, вот которую вы пережили в своих прошлых отношениях, она вас не отпустила. Даже если это прошло много лет, все равно, поверьте, осадок, он очень надолго может оставаться. Поэтому здесь есть и момент недоверия к женщинам. Здесь может проигрываться, знаете, вот как у некоторых мужчин бывает, что тотальное вообще недоверие к женщинам, тотальная злость на женщин. То есть вроде бы тебе кто-то и нравится,
Но вот эта злость, вот эти страхи, опасения, они вам, ну, не дают двигаться вперед. Вот они просто, ну, как ступор, да, вот они стопорят все ваши продвижения. Это может происходить, причем, ну, абсолютно даже подсознательно. Вы даже можете этого не осознавать. Я уже не раз говорила, что страхи – это очень и очень большая сила. Очень часто страхи, ну, не дают людям и развиваться, не дают двигаться дальше. Страхи вообще могут остановить, ну, как таковую жизнь, да, человек вообще никуда не движется. Сидит на месте, не развивается ни в работе, ни отношений не заводит, ничего. Ну, то есть во всех сферах страх – это очень большая сила. Далее смотрим. Вы человек, который, знаете, вот вы хороший кулинар, вы довольно хорошо готовите, вы очень гостеприимный. Как я уже говорила, у вас много друзей-приятелей. Может быть, вы с семьями с кем-то дружите. Ну, такой вот вы, ну, классный вот в этом плане, такой вот домовитый, я бы назвала. Не домовой, просьба не путать с домовым. Домовитый именно. Итак, давайте-ка будем смотреть, какая же дамочка пришла к нам на расклад, да? Так. Ой, как она злится на вас. Эта женщина, вот, знаете, ну вот почему-то мне пришла фраза, уж простите, ну, исчадье ада почему-то. Я не знаю, мне последнее время такие вот фразы как-то вот с бывшими ассоциациями почему-то приходят. Я не знаю, может, моя болезнь так подействовала. Ну, смотрите, это женщина, которая несет очень разрушительную энергетику. Она может быть колкой на язык, она холодная. Вот помимо того, что она может быть воздушного знака зодиака, она может быть довольно холодной сама по себе, эмоционально холодной, да. Это человек, который не умеет и не любит проявлять свои чувства, да, вот как говорят, вот как почему-то вот холод у нас с лягушками и со змеями, да, ассоциируется, вот, наверное, все-таки змеи как-то сюда подходят, да, не зря так называют. Это женщина, которая любит всегда быть права, это женщина, которая всегда найдет себе оправдание своим действиям, поступкам. Это женщина, которая, возможно, никогда, ну, не то чтобы никогда, но много времени, я думаю, она себя довольно холодно с вами вела. Ну, в самом начале мы не берем, потому что в самом начале там вроде бы как такая иллюзия любви, любовь, морковь, да, вроде бы все хорошо было. Но, в принципе, человек эмоционально довольно холодный. Она... Знаете, вот она может убить взглядом просто. Вот настолько у нее может проигрываться даже, ну, внешность такая злая, холодная. Знаете, вот бывает, даже по улице идет человек, и ты посмотришь на выражение лица, и тебе жутко становится, ты понимаешь, насколько злющий этот человек. Вот она из этой серии. Дама, которая принесла много вам неприятностей в жизни, несмотря на то, что она была когда-то для вас всем. Дама, которая очень любит командовать, держать все под контролем. Но, тем не менее, вы ее любили, боготворили, но от этого никуда не денешься. Ладно, сильно в нее не будем углубляться. Я думаю, все прекрасно поняли, кого я описала. Поэтому давайте-ка смотреть. Каких же сюрпризов можно от нее ожидать? Что же она будет вытворять? А может быть, не будет вытворять? Так. Ностальгия. Ох, ее так распирает ностальгия. Вот знаете, она какая была, такая и осталась. Подружки, веселушки, посиделки. Вот такая вот вся несерьезная. Вроде бы и мать, да, вроде бы и дети есть. Ну, как-то, знаете, настолько, вот как для взрослой женщины, вот абсолютно несерьезный человек. Ну, просто абсолютно. Это женщина, которая скучает. Вот знаете, она скучает за прошлым. Зачем именно скучает? Давайте посмотрим. Она скучает за той идиллией, которая была у нее с вами.
Это сейчас такой, знаете, мы достаем из глубин ее души секретный секрет. Поэтому я вам на ушко рассказываю. Вот она скучает за той жизнью. Посмотрите, такая теплая семейная карта. Да, вот десятка пентаклей, кто разбирается в Таро, знает, что это карта счастья, это карта семьи, это карта достатка. Это, ну, удовольствие на всех уровнях, которые только можно придумать. Это абсолютнейший комфорт, счастье, любовь да благодать. Да, вот, то есть, понимаете, о чем я говорю. Она за этим скучает, потому что вот когда вот это все закончилось, ей как-то так поднапряжненько стало. Вот она запереживала, потому что вся жизнь пошла не так, все пошло наперекосяк. Абсолютно все пошло не так, как она планировала. Она думала, она будет прыгать по жезлам, она думала, что она попрыгает и очень быстро найдет себе богатенького Буратино. Этого не случилось, и она немного так задепрессовала. Вот у нее так получилось, что, знаете, вот эти вот подружки ее наускивали, конечно. Вот эти подружки много вообще чего советуют по жизни, но как-то все не туда. Вот они ей советуют, ну, такую бредятину, откровенную бредятину, да. Вот такое ощущение, что у нее даже вот подружки ее, они тоже, ну, настолько несерьезные. Вот какая сама с такими и дружит. Не зря говорят, пословица есть: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот она здесь 100% работает. Женщина, знаете, вот это я так немножко углубилась, просто как она поживает. Может быть, кому-то интересно. Вот она ностальгирует. Кому-то это покажется, может быть, странным, но, естественно, она об этом не будет вам рассказывать. Но ей было хреновенько, потому что сейчас у нее совершенно другая жизнь. Сейчас она живет, ну, мягко говоря, вообще не так, как она жила с вами. Чего же ждать от нее или не ждать? Смотрим. Ну, я даже не сомневаюсь. Смотрите. Ну, это так в целях предостережения, наверное, я вам рассказываю. Может проигрываться ситуация, да, помним, что это общий расклад, что ваша бывшая может подлезть к вам тем или иным образом именно с примирением. Давайте немного уточним, как она это может делать. Ух ты, боже мой! Смотрите, может проиграться ситуация, когда она включит такую бедную несчастную. Как ей без вас плохо и тяжело. Как она вас любит. Она поняла, что она любит только вас, и кроме вас ей больше никто не нужен. Она хочет быть с вами. Даже может рассказывать, вот если возраст позволяет, допустим, что она о ребенках еще одного, там, либо же, если нет детей, хочет ребенка. И она поняла все свои ошибки. То есть, ну, человек включит в себе великую актрису. Вот в ней реально погибла великая актриса. Это будет ловушка. Это 100% ловушка. Поэтому я вас предостерегаю. С какой целью? С денежной целью, ребятушки. Вот, понимаете? Вот денежка, пентакли наши любимые, ей очень нужны. Потому что плохо, потому что нет любви, нет богатенького Буратино. Вот она не поймала в сети еще себе другого мужчину, который ее бы устраивал. У нее нехватка денег идет. У нее, я вам скажу, даже как-то последнее время, даже жезлов нехватка, уж простите. Человек, который готов... Знаете, вот она за деньги, ну, грубо говоря, мать родную готова продать. Говорю такие не очень приятные вещи, но тем не менее, что вижу, то и говорю. Будьте осторожны. Подлезет, причем настолько, вот знаете, это будет какой-то такой очень-очень искусный маневр, очень такая придуманная, красивая и довольно правдоподобная сказка с ее стороны. Понятное дело, что я не могу предугадать каждое слово ее, да, каждый вариант. Но в общих чертах я вам описала, с какой это целью будет.
Каких еще сюрпризов может быть ждать? Ну вот посмотрите, вот ей нужно улов, да? Ей нужно по тузу пентаклей, да, это у нас самая такая лучшая, самая богатая карта в колоде. Вот ей нужно побольше денежек. Поэтому она придумает такую сказку, в которую вот она поверит даже сама. Вот знаете, есть женщины, которые говорят, что вот когда они придумывают, как обмануть мужа, они говорят, вот я такую ложь придумываю, вот если я сама в нее поверю, значит и он поверит. Понимаете как? Поэтому держите ухо востро. Я еще хотела, знаете, вот обратиться к вам, ну так, маленькое отступление. Вот некоторые ребята, которые вот ко мне на личной консультации обращаются. Я вот слушаю ваши любовные истории, да, я просто, ну, в шоке по колено. Насколько мужчины бывают наивные и доверчивые. Ну, настолько легко как-то так женщины обводят вокруг пальца, что, ну я не знаю, думаю, ну, вроде бы взрослые умные мужчины, ну, как же так? Ребят, ну, вы же понимаете, что, ну, любящая женщина, ну, она ведет себя по-другому, но это всегда видно, это всегда чувствуется, да, вот поэтому, ну, не ведитесь на разные сказки, где надо, лучше проверьте, перепроверьте. Понятное дело, что, ну, это жизнь, бывают всякие ситуации, может быть, реально она там заболела, либо же еще для чего-то серьезного нужны деньги, да, тогда просто по-человечески можно помочь. Ну, когда вот я слышу, да, вот, ну, просто на раз-два женщины вокруг пальца, просто вот взяла тепленького, ну, сделала как мальчишку. Ну, честно, ну, я просто чисто по-человечески вот сочувствую таким мужчинам. Ну, мне искренне жаль таких мужчин. Ну, просто, ну, ребят, ну, не ведитесь. Вы же умные, взрослые, самодостаточные мужчины. Фильтруйте. Не позволяйте вам вешать лапшу. Я хоть и сама женщина, да, но я как-то за справедливость. Я вообще против вранья, я против измен. Я считаю, что нужно все садиться и обсуждать и разговаривать. Вот то, что я вам советую, я сама живу по этим правилам. Это не значит, что я вам советую, а сама что-то другое вытворяю. Я точно так их использую и в отношениях, да, разговаривай, проговаривай, все. То есть без скандалов, спокойно все обсуждай. Но лапшу повесить, не-не-не. Так дело не пойдет. Вот как-то так, ребятушки. Так что смотрите. Ну, то есть, смотрите, здесь такая ситуация, но дальше можно даже не смотреть. Вот знаете, как тарологи говорят, туз пентаклей выпал, все уже. Дальше можно не смотреть. Это основной мотив, который позволит вашей распрекрасной выдумать сказку по возвращению. Вот это будет такой маневр, знаете, вот такой план Барбаросса будет разработан, кто знает, почитайте, который позволит, знаете, вот вас взять тепленького. Ну не ведитесь, вот не ведитесь, я вас настоятельно прошу, чтобы не было потом последствий с бедствиями. А бедствия будут разрушительные. Вот давайте, хорошо, ради интереса посмотрим, вот если вы поведетесь на это все, что будет? Но опять же, она, та же карта выпала, да? Это будет печаль, боль, страдание, да? Вот она такая вся, как бы влюбленная, да? Но это будет вранье, это будут дальнейшие измены, это будет лицемерие. Это будет все по накатанной, вот так же, как у вас и было, так же оно и пойдет. Это игра в любовь, которая принесет вам боль. На какое-то время она поиграет в любовь, потом это все закончится. И что причинит вам реальную боль, и вы снова будете в тупике, что делать, куда бежать, расходиться, разводиться или нет. Ну, то есть, здесь даже обсуждать нечего, понимаете, ребят? Это я просто так в двух словах вам рассказала, что ждет, если вы на это все поведетесь. Будет все точно так же. Вот из чего вы вышли, из чего вы разошлись, так сказать, из той точки, в эту же точку вы и вернетесь. Ну, она поиграет какой-то период, да, влюбленную, потому что она же не может сразу зубки показать. А потом будет еще больнее, поэтому не ведитесь. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.
Делитесь видео с друзьями. И всем пока!